Поехали, ёбаный. Поехали. Кто первый едет, сразу определимся. Да бог, едьте просто и все. Что, пацаны, сильно дали? Да нет. Бампер, да, слетел? Все? Ну. Даже фара не разбилась. А вон здесь, смотри, здесь жесткость чуть вниз ушла, и все, фара поцарапалась. Да это похуй вообще. И все. Главное, А так все нормально? а тебя чуть третьего фара не было. Вот что значит, когда хорошо катнули, аж резина дымится.
Приехали на очередной спот. Лавр улица, все ништяк. Катаемся потихой. Сегодня поскольже, немножко даже выпал снег местами, но что-то он не очень. А вот этот все хочет мне напинать, вот это вот сделать. Смотрите, дорогобаксовый 90-й бампер. Вот эти фары, вот этот капот. И просто вот этот вот 300 рублей или сколько там, 500. Мне не жалко. Давай, со всей силы, на! Я думал, сейчас что-то будет. Я тоже. Меня что-то крутануло. Развернуло? Что-то крутануло. Я просто увидел, что я как-то рано переложился и летел в эту хуйню. Да. Поехали. Смотри, сейчас в него бах кто-нибудь. Смотри на Приус. Оба! Там сзади кто-то дрифтит. Куда вы дрифтите, пацаны? Спереди Приус есть, все же понятно. Короче, после катки решили помыть все тачки и поехать по домам. Время уже 4 часа утра. Сейчас моем машины, Серега уже моет, моя тоже стоит в пене. Че, Игорек, нормальная катка была? Что там, блин, сзади тут? Ну да, очередь. Все приехали сразу. Нас же много людей было. Оп. Отключил. Родненький получается. Хороший. Ну все, лавр на базе. Помылись. Теперь чистенькие будем. Завтра подкрашивать всякие вот такие места некрашенные. И все, тачка полностью готова. Пока что нету снега, катаемся по влаге, поэтому как-то так. Сегодня никаких крэшей не было. Здесь повреждений особо не видно. Немножко замял крыло и улетела катафота. Но я думаю, я ее найду, она там валяется, скорее всего, просто сегодня туда не ездил. Резина сзади потихонечку кончается и зацеп пропадает. А это значит, что скоро поедет и на 4-й. По вывороту на Ниссане могу сказать одно. Тачка рулится, офигенно едет в угле. Руль возвращается, ее не разворачивает. Но ради такого выворота я не готов поменять платформу с Toyota на Nissan. Вообще в планах машину продать, но продать не задешево. То есть машина будет на продаже. Поэтому со дня выхода этого видео 2 недели будет продаваться эта машина. Если найдется человек, который ее купит, отправлю, не вопрос. Все, что в ней есть, вы сами видели. Если надо будет, подснимем, расскажем. Все это ради того, чтобы собрать GZX и уже не продавать его, а чисто оставить его себе под мисл. Продаю не потому, что типа тачка говно или еще что-то. Продаю потому, что Nissan это не мое. Но в глубине души верю, что я его не продам. Выпадет снег, и мы обязательно навалим, покатаемся в дверь. Отправляемся в завтрашний день, не знаю, что он нам преподнесет, а вы сейчас все это увидите. В общем, кто знал, что следующий день это будет тренировка на Змеинке. Сейчас заправимся и попробуем бахнуть на 18-х колесах. Но если что, у меня есть план Б, о нем позже. Заправляемся 95-м. 47-70 за литр. Так как 18-е колеса по городу, по влаге не очень ехали, на Зминке будет сухо, и поэтому я решил взять план Б. Сейчас покажу, что это за план Б. Кстати, кому интересно, дорога до Зминки стала получше. Ее чуть отсыпали, но все равно есть вопросы.
Но я думаю, это нам не помешает сегодня. В общем, мы на Змеинке. Тут немного есть лед, но мы здесь кататься все равно не будем. Конфиг вроде чистый. Мы с Серегой уже на месте. Серега на 90-ке поедет. А я буду пинать Лавра. Надеюсь, будет пинаться это колесо. Очень сильно надеюсь, что будет. Сейчас покажу план Б. План Б вот лежит. В общем, план Б такой. Ставим мертвые, просто усопшие бананы и пытаемся надрочить. Чайзер тоже на гренадах. Красиво выглядит, Сереге нравится. Серега говорит, буду гренады брать себе на сотика. Быстрый облет тачки сделаем. Это Чайзер Серегиного кореша. Руля Рига, полуков Шрикара. Коробка 154, да? Да. Электроспидометр. Трешка с завода. Кстати, слышь, руль прям такой же, как у меня. Клирволды. А под капотом Джузеппе 3-литровый. На китайской рейке. Ну ладно, китайскую рейку мы простим. Второй GZ, да, хорошенький. На вемцах, на 30-ке, как бы, ну, блядь. Все тут собрано нормально. AGS, устайло, радиатор. Ну да, такой хороший. Мы тут без тебя обзор твоей тачки сделали. Сколько стоит твоя тачка? САП в полке. Получается, сколько стоит твоя тачка? Сколько? 1,5. Не больше единицы еще даже. Да, хорошая. Ну, гренады топ. Да, слышишь, надо тюли в салон. По-любому надо. Тюли? Слышишь, тюликов? Да. Да хули тут разгоняться? Миха, я там так уебался! Короче, вот она, коварная яма, в которую попадают и отрывают рычаги. Сюда он клюнул, и все.
А мы потихо катаемся, в принципе, тачка едет, но очень плохо. В 18 колесах просто невозможно ездить. Резина почти стерлась, зацепа уже такого нету, но все равно тачка не едет. Ну что, тренировка закончена. Поставил я бананы, прохватил на них. Они разлетелись за 4 круга, но тачка ехала на них. Прям реально ехала, как будто 215-я покрышка на турбомоторе. А с этой стороны вообще она просто слетела. Но, по-моему, взорвалась сначала левая, а потом правая. Там он, пацаны, еще тренируется. Ты с деревни? Да. Покажи, что у тебя тут. Маяк 12 Там грыжи. и тротуар Вить. Тротуар, Вить. Вить? Ну ты... розы включил, поехали. Ну ты козел, конечно, конкретный. Продолжаем и так не короткий влог новогодний. В общем, мы с Егором уже приехали, Серегу еще ждем. Будем сейчас обклеивать тачки. В общем, мы взяли упаковочную пленку, я вот такую взял. Серега будет такой же красный, а у Егора будет 2 цвета. И мы сейчас будем обклеивать машину. И еще, скорее всего, будет диодная лента. Егор вот помыл машину, а я не совсем. Но я взял с собой тряпку, надеюсь, поможет. И это результат, которого мы смогли достичь. Эта сторона полностью не готова. А на этой стороне осталась, получается, задняя часть и задний бампер. У Егора что тут? Багажник, крыша. Чуть-чуть двери не доделал. Спереди крыло, капот также. Завтра уже будем доклеивать все эти моменты и презентовать свои машины. Ну что, сегодня второй день поклейки. Приехали опять на парковку, нас выгоняют. Сейчас поедем на другую парковку, на которой клеили вчера. Успел только бортину доклеить. Пороги клеить не буду, вот так кусочком заклею. Задний бампер еще хочу заклеить и передний. Клеиться будешь в этом сезоне? В этом году. Ну да. Клеится. Когда? Следующем. К следующему году. К следующему году. Егор тоже уже почти доклеился, но ему не хватит пленки, поэтому он будет красно-зеленый. Суммарная обклейка заняла где-то 12 часов времени. Это растянулось на 3 дня. Сегодня 31 число, завтра уже Новый год. Ну, точнее, в эту ночь. А я вот клею машину. Егор вчера закончил, но он немного схитрил. Чуть попозже покажу. Я не стал заклеивать уши, не заклеил пороги. И сзади не стал заклеивать типа губы. С 3 метров выглядит прикольно, необычно. Собственно, этого я и добивался. Осталось раскатать машину и повешать гирлянду. Но это чуть позже. Цена пленки вышла 1500 на машину. Это упаковочная пленка. Она никак не клеится, просто на скотч. Так вот приклеиваете и все. Если кто-то захочет сделать, 1000 раз подумайте, надо вам это или нет. Егор у нас в цвете KFC. Он чуть схитрил и сделал себе звездочки. И задний бампер стал обклеивать. В общем, вот 2 машины, и они обе обклеены. Все, осталось фотки. Это уже позже. Нашли место для подарочного фото. Уже припарковались. Сейчас быстро сфотаемся и свалим. Сейчас будем снимать реакцию народа на тачке. Все реагируют максимально позитивно. Пацаны, классно. Спасибо. Ваша тачка? Да.
народа только позитивные эмоции, все проходят, смотрят, что-то комментируют, заглядываются. Надеюсь, это хотя бы чуть-чуть им приподняло настроение. Ну а мы поехали встречать Новый год. До встречи в новой серии. Ну что, вот и подходит к концу этот видеоролик. И в конце этого видеоролика я решил сделать обзор ручников. Сегодня в обзоре у нас участвуют Декалаб, Дикий Лаб и Акан. Сейчас про них расскажу. Первый ручник это Егора. Купил себе вот такой вот акановский ручник. Здесь вот можно увидеть, попробую сфокусироваться. Акан 161. Эти ручники делаются в России. Это Pro-версия ручника. Сейчас вы увидите на экране цену, за которую его покупали. У него длина 550 мм и имеет он вот такой вот изгиб. Если посмотреть, что он стоит немного неровно. И имеет бычок с вашей стороны, то есть он тянется к себе. Что здесь из примечательного? Ручка покрыта, скорее всего, порошковой краской. Внизу стоит такой вот резиновый стопор. Не знаю, как вся эта история будет работать. Посмотрим, потестим. Здесь стоят возвратные пружины, бронзовые втулочки. Я так понимаю, что здесь также стоят подшипники. Единственное, что в этой конструкции мне не понравилось, так это вот соединение, которое толкать будет цилиндр. Оно здесь не на ШС, а просто, ну как сказать, просто вкручено. Скорее всего, вот в этих местах она будет стираться, разбиваться и немного люфтить. Если брать ручник в руках, то люфта никакого не замечено. Посмотрим, как он будет в работе, проверим и потом расскажу вам, поделюсь. Дальше у нас идет Дикий Лаб. Это копия Декалаба. Можно видеть, что он вырезан на лазере. Вот эта рукоять полностью из железа, а верхняя часть из алюминия. Покрашенным порошком здесь можно заметить, как вкрутили болты и просто сточили их турбинкой. То есть даже не заморачивались. Дальше у нас также идут подшипники вот здесь, в этой части. Тоже он не имеет никакого люфта, все отлично. Дальше у нас идет вот толкатель. И здесь ребята немножко подзаморочились. Он идет на ШС, то есть он не так будет разбиваться. Не будет такого люфта дикого. Ну, посмотрим опять же, как он будет ходить. Сделаем потом перетест. Подшипники здесь такие же, скорее всего, как и в том ручнике. Люфтов также не имеет, если брать в руке. Имеет двойную разболтовку под виллу цилиндр и АТЕ, насколько я знаю. Такой ручник стоит 5000 рублей. И если я буду строить себе бюджетный корч под лето, то будет там стоять точно такой ручник. Есть у меня вопросы по вот этой вот части. Если видно, что часть ручника выпирает. Я не знаю, как-то компенсирует площадка это или нет. А если его ставить, например, без площадки, то получается нужно будет спиливать. Не знаю, посмотрим, потестим, опять же покатаемся. В принципе, за копию 5000 рублей, я считаю, адекватные деньги. Ну и самый главный на сегодня претендент, это Декалаб. Он у меня уже сразу с цилиндром Виллвуд. Этот ручник я купил себе в Альтезу. Сейчас здесь будет цена, потому что цены меняются из-за курса. Этот ручник тоже сделан в России, полностью выфрезерован на ЧПУ станке. Можно вот здесь посмотреть волнистые линии. Он полностью анодирован. У него идет глубокое анодирование, то есть поцарапать его очень сложно. Есть у него разные цвета. Сделан он также на подшипниках. Здесь втулочка не на ШС, но она из бронзы сделана. И скорее всего вон там какой-то подшипничек стоит. Также у него никаких люфтов нету. Есть у него такая прикольная регулировка, то есть можно поменять наклон ручника. То есть если изначально у вас стоит ручник вот так, вы можете его немножко наклонить от себя или к себе. И главное отличие от Акана, этого ручника и Дикого Лаба, то что вы его тянете на себя, а бачок стоит от вас. Не могу сказать, чем это лучше или хуже, но расположение бачка, к примеру, удобнее, когда он не на вас, а от вас. Ну, в моем случае так. Разболтовка здесь только под Виллвуд. Все эти детальки выточены на ЧПУ и собраны. Вот все болты, все видно. И если посмотреть на оригинал, у него здесь как раз таки ничего не мешает и ничего не торчит, если ставить его без площадки. Это длинный Декалаб, у него длина 530, а этот короче, скорее всего, этот, как и должен быть в оригинале, 480. Отличаются они вот этими отверстиями. То есть здесь, если 5 отверстий, значит это длинный ручник. Если 4, как в Диком Лабе, тогда это 480. Не знаю, насколько точно у них размеры, но в оригинале точно такие. Хочу сказать, что я очень долго шел к этому ручнику. Я не хотел ставить до последнего какие-нибудь там копии и еще что-то. Именно хотел Декалаб, а стоил он как бы не маленьких денег. Поэтому пришлось немножко подкопить и вот купил. Наконец-таки будет у меня нормальный ручник в 2021 году. Хотя, в принципе, тросик тоже справлялся и нормально работал. Ну что, такой вот обзор ручников получился. Кому что надо, выберет. А для меня, конечно же, остается на первом месте Декалаб. А всем, кто меня смотрит, хочу пожелать удачи и везения в новом году. Чтобы никто не болел и все у всех получалось. Всем дрифт!